Всем с добрым утром! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юлиана, и я худею с 90 килограмм в реальном времени. Сегодня 18 мая, и мой день, конечно же, начинается с водички. Не потому что так надо, а потому что хочется пить. Ну и это вошло уже в привычку пить воду по утрам. Вот такой вот у меня завтрак получился. Здесь на 364 калорий. Кофе с молоком, 2 кусочка хлеба, авокадо и помидорки черри. Приятного мне аппетита! В общем, за все мое время существования мне первый раз попался свежий, мягкий, вкусный авокадо. Сейчас я его прям попробую, распробую. И вообще, стоит ли его в будущем покупать? Нет, конечно, стоит покупать авокадо, потому что оно полезное. Давайте попробуем. Ну, так-то вкусно. Мне нравится. Помидорки и авокадо сочетаются. Очень вкусно. То есть мягко с хрустящим сочетается. Идеально просто. Ну и хлеб получается. Мягкий хлеб не подходит. Надо его, наверное, поджарить. Потому что в тот раз я делала с мягким хлебом. И очень все мягко было. И как-то, вот знаете, не то. А вот с поджаренным этим хлебом вообще идеально. На ужин я приготовила вот такие вот котлетки. Точнее, я еще их не приготовила. Просто сформировала котлетки. Положила туда кусочек сыра в каждую. И сейчас отправлю в духовку на 20 минут при 180 градусов. Можно 200 градусов поставить. Вот такой вот у меня обед. Здесь по калорийности вышло на 379 калорий. Тут макароны отварные, куриные котлетки, черри и огурец. Вот, приятного мне аппетита. Вот такой вот у меня последний прием пищи. Тут у нас на 499 калорий. Это типа как бы шаурма, только на сковороде. То есть там внутри у нас яйцо, помидорчик, сыр и немножко куриного фарша добавила. Тут у нас ореховый батончик. Вот, и кофе с молоком. Вот на 500 калорий получается. Ну, 499. Вот такой вот у меня завтрак-обед. Здесь 2 котлеты куриные с филе, пюре с молоком, салат, огурцы, помидоры, масло и кофе с молоком. Зачем отдавать комнату с лучшим видом гостям, если ее... Сегодня я решила ответить на вопросы, которые мне задали. Вопросы вы, конечно, мне задали очень интересные. То есть без вас я бы даже не додумалась бы о каких-то темах поговорить и вообще что-то о себе рассказать. Так, первый вопрос, который мне задали, какой у тебя рост? Рост у меня 165 сантиметров. Далее меня спросили, почему ты решила похудеть? Ты для себя решила похудеть или кто-то тебе что-то говорил? И из-за этого ты начала худеть. У тебя все получится, я верю в тебя. Вот такая вот милая девушка мне написала. Ксения ее зовут. Насчет того, что мне что-то там говорили про вес, да, мне всю жизнь и даже во взрослом возрасте и на работе, то есть везде кто-то что-то, но это не связано с тем, что я там хочу похудеть, доказать всем, что я вот могу. Нет, такого у меня нет, это меня не мотивирует. Самое обидное было то, что эти люди, они сами
не очень-то и в хорошем состоянии, они не идеальные, они такие же полные, это взрослый контингент обычно мне говорит. И, понимаете, для них это норма, сказать, что ты, типа, такая вот толстая, типа, давай худей. И мне это говорили люди вообще не из моего круга общения, то есть это вообще чужие люди, бывают незнакомцы, либо на работе. В основном на работе я все время встречалась с такими людьми. Когда я, например, предлагала попробовать конфету, мне говорили: нет, не дай бог, типа, я стану такой, как ты. И вот мне даже такие слова говорили. В каких-то моментах я могла промолчать, когда мне такое говорили. Либо для меня это настолько было неожиданно, либо у меня не было настроения, я могла даже наорать на клиента, на человека просто, либо промолчать и заплакать, потому что я приняла то, что этот человек мне сказал. Вот, то есть вот, были 3 варианта: промолчать, наорать и просто зарыдать потом. Промолчать также, но потом поплакать. Либо просто замолчать и забыть, посмеяться. То есть вот такие вот 3 состояния у меня были. Но это никогда не говорило о том, что вот там все, после этого я сажусь на диету. Все, после этого я там на правильном питании, вот она мне сказала, что мне надо худеть, я худею. Нет, у меня такого нет. Этих людей надо просто пожалеть. Вот и все. Конечно, я решила для себя похудеть. Я всю жизнь там пытаюсь похудеть. И в какой-то момент я расслабилась на несколько лет, когда уже начала с мужем встречаться, я уже не так парилась и не следила вообще за весом, то есть я постоянно готовила, вот. Отношения, они такие, когда ты в них входишь, тебе кажется, что тебе надо быть идеальной женой, тебе надо готовить, и после этого я начала очень активно уделять этому вниманию и превратилась, можно сказать, вот в повариху. И из-за этого, возможно, я набрала вес. То есть, а когда уже очухалась, когда уже поняла, что я уже все набрала 20 килограмм, все, после этого я поняла, что так дальше продолжаться не может, потому что я могу еще набрать, если я не прекращу, если не остановлюсь есть. Почему я решила похудеть? Похудеть я решила, потому что вообще для здоровья полезно было бы. Я хочу быть активной, потому что с таким весом мне тяжело ходить. Также я, как и любая девочка, хочу красиво одеваться, чтобы у меня не было таких проблем найти какую-то вещь. Хотелось бы прийти просто в магазин, взять размер М и пойти примерить, а не искать там самый большой размер, понимаете? Мне, конечно же, как и любой девушке, хочется вот так вот жить. Конечно, есть еще одна причина для меня очень важная, почему я хотела бы, конечно, похудеть в ближайшее время. Так, давайте на следующий вопрос ответим. Тут пишет Полина: какие планы на жизнь на ближайшее время, хотели бы детей? Вот, как раз мы перетекаем плавно в этот вопрос. Я хочу похудеть, потому что хочу ребенка. То есть хочу завести ребенка с Владиком. Планируем зачать в августе. Вот. И до этого времени, конечно, было бы желательно мне похудеть на 10-15 килограмм, потому что я не хочу рожать с большим весом. Вот моя такая причина похудеть. Так, какие планы на жизнь на ближайшее время? Ну, на ближайшее время, конечно, хотелось бы мне переехать в другую квартиру, я не хочу здесь жить. А таких вот, знаете, грандиозных планов у меня нету. Я пока что в поиске себя. Далее мне написала Виктория. Тут написано: капец, ты похудела, прям лицо меньше стало. Продолжай, каждый день жду твои видосы. Спасибо тебе, Виктория, за то, что ты мне все время пишешь. Я тебя уже запомнила. Ты все время ждешь мои видео. Спасибо тебе большое, что ты пишешь мне такие комментарии. Мне очень приятно. Ну, насчет лица... Тебе, наверное, показалось, потому что мой вес не изменился. Я все еще вешу 87 килограмм и 300 грамм. То есть у меня вес стоит опять. Вот вроде бы недавно снижался вес, и сейчас опять. То есть я вообще не понимаю. Возможно, мне надо просто уменьшить калории. Я так считаю. Также мне написала Победа: о, тебе очень хорошо с макияжем таким. Я бы, наверное, не решилась бы прыгнуть с тарзанки. С тарзанки я прыгала 2 раза, и я вам советую тоже прыгнуть с тарзанки, потому что это стоит того. Это очень прикольно и весело, и адреналин просто нереальный. А если не хотите идти одной, идите с подругой или с мужем, там можно тандемом. То есть вы залазите на мужа и вместе прыгаете. По-моему, это очень хороший опыт, и это довольно-таки весело. И спасибо огромное за то, что сказали, что мне идет такой макияж.
Следующий вопрос мне задали про ваши отношения и знакомство с мужем. Было бы интересно послушать. Ну, я вам говорила, что когда я 18 лет, я решила устроиться на работу в Магнит, то есть открылся новый Магнит, и я такая подумала, почему бы нет. Я тогда получала диплом, то есть я устроилась на работу, и в это же время делала диплом. И мне, в принципе, некогда было работать, и за меня кто-то там работал, короче. Все, получила диплом, и все лето я уже начинала конкретно работать в Магните. Там как раз и был мой муж. Он как раз туда устроился на работу чуть раньше, чем я, и он туда устроился после армии, получается. Ему нужны были деньги, вот он и устроился тоже рядом, как бы. Вот, получается, я устроилась на работу. Первое впечатление о Владике у меня было, ну, никакое. Ну, то есть мы с ним были как бы в одной команде, получается, то есть в одной смене. То есть я, Влад и товаровед, девочка. Я, получается, сидела на кассе, а он был в зале. То есть и мы как бы не пересекались особо. В общем, я проработала 2 месяца. Потом начался август, и как раз в августе у нас что-то там началось. Мы уже начали друг на друга обращать внимание, мы как бы подружились, начали общаться, то есть, ну, у нас такие, знаете, дружеские отношения были. У меня не было вообще никаких, вот, знаете, там, люблю, не могу. И, получается, параллельно в это же время приходила к нам все время на подработки девочка одна. И она приходила к нам на подработки именно из-за Влада. И, получается, мы с ней хорошо общались, мы с ней все время смеялись, о чем-то делились, и она мне сказала, что вот, ей нравится Влад, поэтому она и приходит. Я говорю, а что ты боишься? Я говорю, иди и скажи ему, пусть добавится к тебе ВКонтакте, там и будете переписываться. Я ее, короче, подтолкнула к нему, можно сказать, сказала, иди, не бойся, он как бы, ну, добрый, он хоть и молчаливый, но вроде бы общительный парень. Она такая, да, правда, действительно, пошла к нему, добавилась к нему ВКонтакте и так радовалась, мы с ней смеялись, я говорю, ну вот, видишь, скоро вот будете встречаться. Я ее поддерживала в этом плане, я хотела, чтобы они встречались, вот. Потом как-то раз вот этот товаровед и эта девочка, они были на складе, что-то они меня позвали, я к ним подошла, что-то мне товаровед там говорил, и она стояла. Я не знаю, что мы там обсуждали, но нас было 3. И в этот момент приходит Влад, и он начинает со мной как-то заигрывать, начинает прямо перед ними начинает со мной заигрывать, мы с ним давай смеяться. И тут я смотрю на этих 2 девочек, на нее, на товароведку, и понимаю, что их взгляды... Они, короче, в шоке были. Они нас так смотрят. У меня на тот момент немножко так сердце ёкнуло, что типа у нас с Владом такие отношения прям непонятные какие-то. Вот, мы с ним все время смеемся, общаемся, дружим, ну как бы дружим, да. Потом после этого он начал меня провожать, таскать мои пакеты до дома. Потом после этого мы с ним начали гулять, вот. Начали гулять все время после работы, нам было по пути. И как-то все завертелось, заигралось. В какой-то момент я пришла к нему даже в гости. Потом был первый поцелуй. Он меня первый поцеловал. Потом я у него осталась с ночевкой. Но мы с ним не встречались. То есть у нас так, знаете, было непонятно ничего. Я сказала, давай встречаться, ты мне нравишься. Все, после этого он замолчал. Он ничего не сказал. Вообще ничего. Я такая думаю, ну все, мы остаемся, видимо, друзьями. Потом он такой говорит, все, пошли. Мы встаем, и он меня берет за ручку. Все, мы идем за ручку, как парочка. И я такая, все поняла, думаю, все, мы встречаемся. Все, после этого у нас на работе шуры-муры начали. Я там ему что-нибудь скажу, он мне, и прям на работе мы с ним сюсюкаемся. Товарет нас все время ругал, давайте это не на работе. И все как-то вот так вот все быстро произошло. Мы поняли, что мы подходим друг к другу. Я начала все время ходить к нему домой. Потом постепенно я начала таскать вещи с Коминтерна к нему домой. Вот такое вот у нас, в принципе, знакомство было. Также мне написала Ольга. Поздравляю, умничка, хорошего настроения тебе. Спасибо. Далее мне написала Юлия. Какая у тебя мечта? Чем себя мотивируешь на похудение? И поздравляю с получением прав. Умница, это большое дело. Спасибо. Какая у меня мечта?
Я не знаю, о чем я мечтаю. Ну вот где бы побывать я хотела, я скажу. Хочу я побывать в Японии. Да, я люблю аниме смотреть. И, конечно, было бы замечательно, если бы я хоть раз в жизни поехала бы в Японию и погуляла бы там. Посмотрела бы на сакуру цветущую и поела бы местную еду. И там, я слышу... Они перепутали двери. Чем себя мотивируешь на похудение? Я уже вроде бы сказала, чем я мотивируюсь на похудение. Вот, поэтому переходим к следующему вопросу. Поздравляю с получением прав. Было бы интересно послушать про твой опыт работы. Я как-то раз хотела рассказать про пивной трэш, но я все еще не рассказала, что там было. Но я, наверное, потом расскажу. Я тяну резину, потому что там долго рассказывать. Я, в принципе, много где стажировалась, много где работала. Я не знаю, о чем мне сказать. Ну, я точно могу сказать, что по профессии я типа менеджер по продажам. Коммерсант. Вот. И по профессии я работала, продавала дымоходы. Ну, то есть не то, чтобы продавала дымоходы, работала на ИПшника. Я работала там неделю всего. Работала на ИПшника, и он сказал, его дымоходы, которые он тут вот делает во дворе, можно сказать, внедрить, получается, в магазины. То есть я звонила директорам всяким, там, секретарям, меня там перекидывали все время. И когда я общалась с этими директорами, я пыталась их убедить, что наши дымоходы вполне как бы себе качественные, и типа давайте продавайте их у себя в магазине. Что-то в этом вроде я говорила. И я, получается, поняла, что эта работа мне не нравится, было слишком скучно сидеть за компьютером, что-то там делать. И я поняла, что эта работа мне вообще не подходит. Мне не нравятся телефонные разговоры. Ну, конечно, там тоже надо было дымоходы продавать, ну, вот эти вот холодные звонки. И эти номера мы искали сами. То есть мне вообще там не нравилось. Это единственное такое, знаете, это единственный был такой опыт. Следующий вопрос спросила Алина. Очень хочу пойти на права, но есть страх дороги. У тебя были сомнения насчет вождения, и как ты справилась с этим? Вот смотри, ты хочешь пойти учиться на права. Ты подумай, для чего тебе эти права нужны. То есть, если они тебе не нужны, то зачем тебе права? Да ведь? Ну, если ты, конечно же, хочешь, то почему бы и нет? Но насчет страха, страх у тебя сразу пройдет, когда ты сядешь и поедешь. Вот и все. То есть, если у тебя будет инструктор нормальный, адекватный, и не будет тебя слишком сильно грузить, там, пугать, еще что-то, то, ну, будет тебя поддерживать. Ты, когда идешь учиться на права, ты сначала изучаешь правила дорожного движения и плавно перетекаешь на практику, то есть плавно перетекаешь на площадку, ты там тихонечко-тихонечко ездишь, учишься парковаться, там. А потом, когда ты уже научилась более-менее ездить, тебя уже отправляют в город. Ну, не прям в поток, знаете, а именно где-то по дворам, там, да, покататься. А потом уже потихоньку немножко территорию увеличивают, и ты уже катаешься по светофорам, по перекресткам таким большим. То есть все постепенно. И не будет так, что тебя прям сразу в город отправят. Иди и катайся. Нет, такого не будет. И потом, возможно, у тебя пройдет страх вот дороги. Ты поймешь, что если знать правила дорожного движения, ничего страшного не будет. Ты все знаешь. Возможно, ты даже не знаешь, на что ты способна. Если не попробуешь, не узнаешь. Так ведь? Возможно, ты просто охеренный водитель. Поэтому попробуй, почему бы и нет. Все, я на все вопросы ответила. Спасибо огромное, что задали мне вопросы, очень интересные, мне понравилось на них отвечать.